Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами простыми и вкусными рецептами из капусты. Предлагаю приготовить оладьи из капусты. Мелко режу капусту, солю по вкусу и хорошо разминаю, чтобы капуста стала мягче и пустила сок. Мелко порежу пучок укропа. Конечно, вы можете добавлять любую зелень, какая вам нравится. Немного укропа сразу добавляю в сметану и остальной укроп добавляю в миску. Мелко порежу перчик чили. Перец чили, конечно, добавляйте по желанию. Я использую примерно половину. Я сразу же хочу закончить приготовление соуса. Натру на терке чеснок, на мелкой терке. Добавляю соль по вкусу и черный перец. Все перемешаю, и соус у меня уже готов. И заканчиваем приготовление теста. Добавляю в миску порезанный зеленый лук. Добавляю яйца, кефир, обжаренный кунжут, все специи. И также черный перец. Хорошо все перемешиваю. И уже исходя из консистенции, посмотрим, сколько капуста дала сока. Буду добавлять муку. Аромат стоит, конечно, просто невероятный. Капуста, укроп и специи. Сейчас в массу я просеиваю крахмал, разрыхлитель для теста и примерно половину муки. Перемешиваю. Добавлю еще немного муки. Посмотрите, вот такая консистенция теста меня вполне устраивает. Сюда я добавила 100 граммов муки. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло. На разогретую сковородку выкладываю тесто. Размер выбирайте сами. Хотите, делайте больше, меньше. В общем, какие вам нравятся. После того, как тесто постоит, капуста может пустить еще сок. И может понадобиться добавить еще немного муки. Поэтому вы тоже на это обратите внимание. Печем оладьи на среднем огне, как обычно, с двух сторон. Если вы хотите, чтобы капуста в оладьях была более протушенная, мягкая, можно сковородку закрыть крышкой. Я не хочу этого делать, я хочу, чтобы чувствовалась капуста, чтобы она была слегка хрустящая. Оладьи обжариваем с двух сторон до красивого золотистого цвета. Готовые оладьи я снимаю на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир. Такие оладьи получаются очень классные, такие нежные. Готовлю моментальный рецепт кимчи, буквально за 5 минут. Приготовлю маринад. Чеснок натру на мелкой терке. Для этого быстрого рецепта не надо варить специальный такой кисель на основе рисовой муки или просто муки. Все здесь готовится очень быстро. И я не использую ни рыбный соус, ни какие-либо такие добавки, которые достаточно трудно купить. Также на мелкой терке натру кусочек имбиря. Имбирь, конечно, очень полезный, поэтому я рекомендую его добавлять. Добавляю соль, тростниковый сахар. Можно использовать и белый сахар. 1,5 столовые ложки паприки. Конечно, в Корее используется для кимчи острый перец чили. И добавляю примерно 1 чайную ложку перца чили. Добавляйте по вкусу. И вливаю воду. Хорошо все перемешиваю. Получается вот такая очень ароматная паста. Или маринад. Подготовлю все овощи. Пекинскую капусту я разберу на отдельные листья и хорошо их помою. С промытых листьев хорошо стряхиваю воду. Порежу их средними кусочками. Там, где листики помягче, можно порезать чуть крупнее. Перекладываю в миску.
Довольно крупно порежу зеленый лук. Вот такими полосками. Белую часть зеленого лука разрезаю пополам, вдоль. При помощи терки для корейской моркови нарежу соломкой морковь. Но только я буду использовать не всю морковь, а примерно половину. Порежу репчатый лук. Лук также режу довольно крупно. Теперь выливаю в миску мой чудесный ароматный маринад. И все тщательно перемешиваю. Капусту руками сильно я не мну, просто все перемешиваю. Посмотрите, буквально на глазах капуста начинает вот так вот оседать, пускать сок. Дайте салату постоять минут 5, и можно подавать его к столу. Обязательно попробуйте салат на вкус, чтобы хватало соли. Конечно, это просто бомба, очень вкусно. На мой взгляд, здесь всего в меру. Единственное, что корректируйте перец чили, потому что для нас здесь перца чили как раз достаточно. Если для вас это много, уменьшайте его количество. Салат полностью готов, его можно подавать к столу. Но если он у вас постоит чуть дольше, чем 5 минут, а где-то около часа, он будет еще вкуснее. И еще один вкусный рецепт – это котлеты из капусты. Очень нежные и вкусные. Капусту режу на средние куски. Перекладываю в кастрюлю. Ставлю на плиту. Заливаю капусту горячей водой. Добавляю немного соли и довожу до кипения. И теперь с момента закипания воды варю капусту примерно 6-7 минут. Пока варится капуста, порежу чеснок. Чеснок я режу мелко. Также мелко режу репчатый лук. И на крупной терке натру морковь. Капуста отварилась, стала мягкой. Сливаю ее через сито. Оставляю немного остыть прямо в сите. Ставлю разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Я использую оливковое, можно использовать любое. И добавляю немного сливочного. Отправляю обжариваться чеснок. Обжариваю буквально 1 минуту, чтобы чеснок дал свой аромат. Теперь добавляю лук и обжариваю его до легкого золотистого цвета. К обжаренному луку добавляю морковь. Также ее слегка обжариваю, чтобы морковь стала мягче. Добавляю немного соли, черный перец. Соль, черный перец и специи используйте по своему вкусу. Я сегодня добавлю немного куркумы, примерно четверть чайной ложки, 1 чайную ложку смеси итальянских трав. И также добавляю чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все перемешиваю. Именно при обжаривании в масле специи отдают больше своих ароматов. Морковь также обжарилась, стала мягче. Снимаю сковородку с плиты. Капусту буду измельчать при помощи мясорубки. И я поставила сетку с большими дырками. Капуста получается очень сочная. И я снова перекладываю ее в сито, чтобы убрать лишнюю влагу. Вот таким образом ее немного отжимаю. Не надо отжимать прямо досуха. Капуста все равно должна оставаться сочной. И теперь эту массу капустную перекладываю в миску. Вот такой капустный фарш получается. Сейчас в него я добавляю обжаренные лук и морковь со специями. Добавляю 1 яйцо. Мелко порежу немного зелени. У меня здесь петрушка. Можно использовать и укроп. Теперь хорошо все перемешиваю.
И исходя из того, насколько влажный сейчас получается фарш, буду добавлять манку. Я добавлю примерно 3 столовые ложки. Хорошо перемешиваю. Если у вас фарш получается более жидкий, добавьте чуть больше манки. И, конечно, фарш надо попробовать на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. Мне не хватает немного соли, поэтому я добавляю. Еще раз хорошо все перемешиваю. Способов приготовления таких капустных котлет, конечно, огромное количество. Обязательно пишите в комментариях, как готовите их вы. И, кстати, у меня на канале есть прекрасные овощные котлеты, которые я готовила из баклажанов. Я оставлю ссылку под видео в описании. Я хорошо все вымешала и оставляю фарш постоять минут 15, чтобы набухла манка. Сегодня панировать котлеты я буду в кукурузных хлопьях. Конечно, можно это делать и в муке, и в сухариках. Конечно, для этого используйте хлопья без сахара и без каких-либо добавок. Измельчаю хлопья в блендере. Измельчаю не слишком мелко, а чтобы попадались вот такие небольшие кусочки. И теперь можно формовать котлеты. Посмотрите, фарш постоял и вот так хорошо загустел. Манка набухла. Беру немного фарша, слегка его отбиваю в руках, хорошо прижимаю. Я делаю котлеты вот такого среднего размера. Перекладываю котлету в кукурузные хлопья и формирую следующее. Обязательно хорошо подбивайте в руках, тогда котлеты хорошо держат форму. Теперь обваливаю в кукурузных хлопьях со всех сторон и прижимаю. Придаю котлете желаемую форму. Перекладываю на доску. Поставила разогреваться сковородку и наливаю растительное масло так, чтобы оно покрыло дно. Выкладываю котлеты на сковородку в хорошо разогретое масло и обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Когда котлеты обжарились с одной стороны, переворачиваю их на другую. Посмотрите, какие они получаются красивые, золотистые, хрустящие сверху. Готовые котлеты снимаю на тарелку с бумажными полотенцами. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 18 котлет среднего размера. Рекомендую подавать со сметаной. Это очень вкусно.